Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. В этом видео мы уделим внимание вещам и предметам, которые запрещено выбрасывать из дома. Если вы не хотите привлечь в свою жизнь неприятности, проблемы, беды, нищету и безденежье, то эти вещи никогда ни в коем случае не выбрасывайте, а проведите с ними специальные практики. Обязательно досмотрите это видео до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии, пусть они также знают эту важную информацию. Итак, друзья, есть вещи, которые запрещено выбрасывать из дома. И считается, что именно эти вещи не сулят ничего хорошего. Первое, что нельзя выбрасывать, это нельзя выбрасывать фотографии. Потому что именно фотографии несут в себе энергетику человека. Если вашу фотографию, фотография ваша вызывает негативные эмоции, то ее лучше сжечь, а пепел развеять. Фотографии – это часть нашей жизни, это хранители нашего прошлого и не только. Поэтому любая фотография – это есть сгусток энергии, запечатленного на ней человека. А потому это непростая бумажка, которую мы с вами легко можем порвать и выбросить на свалку. На самом деле, любые неправильные действия с фотографиями могут быть чреваты большими неприятностями. Как для того, кто их допустил, так и для того, кто изображен на такой фотографии. И лучшим вариантом, конечно же, будет их сжечь. А огонь обладает большой очистительной силой, и в ходе горения уничтожается весь накопленный негатив. Ненужные фотографии нужно собрать в стопку, сложив их лицом вниз и завернув обязательно в темную тряпку. Поддержать примерно полгода в тайном уголке, куда никто не сможет заглянуть, а после этого следует их сжечь. Перед сжиганием посыпьте фотографии солью, которая тоже имеет способность впитывать отрицательную энергетику, а также защищать и охранять. И когда вы будете сжигать фотографии, обязательно скажите следующие слова. Все дурное, мертвое и злое, что с этим приходило, в прах рассыпается, к истоку возвращается. Я чист или я чиста, той дот чист, моя жизнь чиста. Пепел от сгоревших снимков отнесите куда подальше от своего дома и развейте по ветру со словом «отпускаю». При этом желательно стоять так, чтобы ветер дул от вас, но ни в коем случае вам не в лицо. Далее, ни в коем случае не выбрасывайте платье невесты, его нужно бережно хранить в чистом виде. Также ни в коем случае не выбрасывайте церковные символы. Все, что связано с Богом и святыми, выбрасывать на помойку нельзя ни в коем случае. Для этого при любой церкви есть пункт приема старых вещей. Отнесите туда. Обычно все эти старые предметы, которые не подлежат реставрации и не представляют никакой ценности, просто сжигаются в специальных печах, а пепел закапывают в саду в качестве удобрения. В принципе, то же самое и вы можете сделать. Также поступить и, например, с какой-то старой Библией, с книгами, с религиозным содержанием. Их также необходимо сжечь, а пепел закопать в саду или в лесу. Если в вашем доме имеются какие-то старые иконы, и вы не знаете, куда их отдать, то опять же вы их можете принести в храм. При церквях есть пункты приема старых вещей, и именно там вы можете оставить икону. Работники этого пункта знают, как правильно утилизировать священные изделия, поэтому отдавать их туда можно со спокойной душой.
Что же касается крестиков, крестов, потому все-таки это считается, что это обереги, которые защищают нас от всего плохого, от неприятностей, от всяких недобрых помыслов. Поэтому крестик нельзя просто так выбросить или кому-то отдать. Золотой крест допустимо переплавить в новый крест или кольцо, как браслет или цепочку. А новое изделие рекомендуется всегда освящать в церкви, после чего вы можете его носить. Если золотой или серебряный крестик вы не хотите носить, например, он вам достался от умершего родственника или даже был найден на улице, то вы его можете отдать на пожертвование в церковь. Допускается также такой вариант, как закопать крестик под деревом, но вдали от проезжей части и мест активной проходимости людей. Также ни в коем случае никогда не выбрасывайте часы. Да, от сломанных часов стоит избавляться, но это нужно делать правильно. Просто выбросить в мусорное ведро часы – это неправильно. Для этого есть несколько вариантов. Если вы боитесь, что остановившиеся часы принесут зло, то на сутки такие часы опустите в воду, а затем, не касаясь руками, вынесите из дома такие часы. Также, как вариант, вы можете завернуть часы в кусок ткани или в плотную бумагу перед тем, как вынести их. Если часы дорогие, стоят больше года, можно найти на них покупателя. Ему уже не передадутся никакие негативные моменты. Также мы рекомендуем разобрать часы перед выбрасыванием и выносить отдельными частями. Главное, запомните одно простое правило: нельзя выбрасывать рабочие часы, иначе это станет причиной конфликта и даже разрыва отношений с близким человеком. Далее кошелек. Когда кошелек истрепался и пришел в негодность, его следует закопать под крепким деревом, и с финансами у вас проблем не будет. Выкидывать кошелек, запомните, нельзя. Избавившись от ненужного кошелька, как от обычного мусора, человек рискует перекрыть денежный поток. И ему вскоре после этого придется столкнуться с финансовыми трудностями. Поступить с отслужившим свой срок изделием можно по-разному. Это зависит от того, привлекал ли ваш кошелек материальное благополучие или нет. Помните о том, что невезучий кошелек выбрасывать нельзя. Прежде всего нужно извлечь из изделия абсолютно все деньги. Важно, чтобы внутри не осталось ни одной копейки. Мелочь необходимо выбросить через левое плечо на улице. А все купюры, которые там остались или были спрятаны, должны пойти либо на приобретение подарков для родных и близких, либо на помощь нуждающимся. Затем, убедившись, что в кошельке не осталось монет и купюр, необходимо завернуть изделие в черную ткань, мысленно поблагодарить кошелек за службу, попрощаться с бедностью, с нуждой и, конечно же, сжечь его. Для этого можно использовать печь, камин или костер. Если сжечь возможности у вас, например, нет, вы живете в крупном городе, в миллионнике, то старый кошелек вы можете закопать подальше от дома. Помните о том, что детскую одежду тоже запрещено выбрасывать. И также запрещено выбрасывать хлеб и соль, потому что именно хлеб и соль – это те продукты, которые считаются символом достатка. Просто выбросить продукты в мусор – это нельзя, и тем более хлеб и соль. Поэтому отдайте хлеб животным, птичкам, а соль вы можете применить в быту, например, для той же чистки посуды. Вот, друзья, сегодня такими предметами, которые ни в коем случае нельзя просто так выбрасывать из вашего дома, вы сегодня услышали. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Поэтому, пожалуйста, не выбрасывайте эти вещи, а
правильно проведите ритуалы для того, чтобы не выгнать из своего дома или из своей жизни именно положительную энергетику, энергетику изобилия, достатка и благополучия. Но мы всем желаем достатка, изобилия, финансового благополучия. Пусть все в вашей жизни будет прекрасно и чудесно.